Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Настоящая история, выпуск 23. Откуда пришли шумеры? Шумеры – одна из первых развитых цивилизаций, которой приписывают создание письменности, первого свода законов, ввод 60-ричной системы счисления, изобретение колеса и выделение зодиакальных созвездий. Если шумеры что-то не создали, то как минимум заложили основы и разрабатывали прототип. Такие уникальные скотоводы, которые устроили всему человечеству научную революцию. Есть пара сомнительных деталей. Уникальная клинопись не имеет аналогов и предшественников, будто сразу появилась в готовом виде. Вряд ли весь народ в один момент собрался вместе и единогласно обучился уникальной системе письма. Но и у языка шумеров нет никакой связи с другими древними языками. То есть разговаривали они тоже на абсолютно изолированном языке, без заимствования у какого-либо соседа. И исторический страйк происхождения шумеров также неизвестно. Но не с неба же они свалились. Загадочный металл орехалк. Орехалк – это загадочный металл, описанный древнегреческими авторами как утерянный сплав атлантов. Этот сплав сравнивали с золотыми кудрями Афродиты, а прочность орехалка была достаточной для создания щита Гераклу. Орехалк лучше всего описывает Платон в своем диалоге Критий, где рассказывает о городе Атлантиды. На острове Атлантов этот металл добывали в природных месторождениях. Все нужное количество металлов атланты добывали в копьях своего острова. Орехалк считался вторым по ценности металлом после золота и считался мистическим металлом. Сатана и черный куб Сатурна. Черный куб – это изображение северного полюса планеты, образующего идеальный шестиугольник, диаметр каждой из 6 сторон которого очень близок к проектному диаметру Земли. Куб – это трехмерное представление двухмерного шестиугольного северного полюса Сатурна. Издавна Сатурн был сигнификатором смерти, болезни, бедности, разлуки, уродства и всевозможных извращений. Сатурн – планета эгоизма, он указывает на самые глубинные и устойчивые эгоистические побуждения человека, символизирует темные уголки разума и низменные стороны жизни. К сфере его влияния относятся и преступные наклонности. Это преисподняя, низшие миры астрального плана. Энергия Сатурна проявляется через безобразие, ужас и страх, через насилие, деградацию и распад личности. Вот почему сатанисты поклоняются Сатурну. Эльдорадо – мифический золотой город. Эльдорадо – золотой – это мифический город с неизмеримыми золотыми богатствами, который, как многие считают, расположен где-то в Южной Америке. Этот удивительный город так и не был найден, но это не значит, что его не существует. С середины 16 века ряд авантюристов вместе с конкистадорами искал Эльдорадо. Первые исследователи Центральной и Южной Америки нашли легенды о золоте и обнаружили сотни золотых статуэток, вдохновляющих их на дальнейшие поиски. Они встретили местных индейцев, у которых были обильные украшения из золота. И даже кухонная утварь была сделана из золота. Все они сказали, что золото было получено от людей, находящихся в глубине страны, с которыми они торговали. На протяжении веков было организовано много экспедиций, многие искатели золота исчезли, не возвращаясь. Многие роковые экспедиции были первыми и последними. Зачем нас лишают исторической памяти? Вся современная история в школе – это перевернутая пирамида, в основании которой больные фантазии немцев Миллера, Байера, Шлёцера. Какие сведения они уничтожали и изымали из памяти, заменяя на фантомы? Только истинную историю территории, занятой нашими предками. Вся выдуманная ими история славян и русов нелогична, противоречива и интуитивно неприемлема. История ариев, скифов, сарматов, гуннов, тартар, славян была искажена и опорочена, от нее остались осколки, из которых не собрать единую цепь событий. Зато активно пропагандируется история древних греков и римлян, норманнов, китайцев. Только наших предков в окончательном варианте мировой истории выставили дикими, неумными, паразитировавшими на передовых западной и восточной цивилизациях варварами. Было сделано все возможное, чтобы мы продолжали оставаться Иванами без родства, народом без истории. И до сих пор они боятся нас, славян. А это значит, что мы всегда были самой великой нацией. Что такое рубль? В древние времена на славянской Руси для проведения расчетов часто использовались серебряные слитки – гривны.
гривна-весовая, денежно-весовая и денежно-счетная единицы Древней Руси и других славянских земель. В Средней и Северной Европе называлась маркой. Название гривна происходит от украшения из золота или серебра в виде обруча, которое носили на шее, на загривке. Так как стоимость слитка из драгоценного металла напрямую зависела от веса, за словом «гривна» на территории древнерусского государства закрепилось три понятия товарно-денежных отношений. Весовая единица, денежно-весовая единица, денежно-счетная единица. Когда кому-то нужно было немного серебра, они просто отрубали, отсюда и происхождение нужное количество. Именно этот процесс дал название нашей главной денежной единице – рубль. Банкиры призывают отобрать у людей частную собственность. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон призвал правительство мира начать конфискацию частной собственности у граждан для борьбы с изменениями климата. Даймон сказал, что пришло время начать инвестировать в солнечные проекты и другие экологические инициативы и предложил правительству использовать земельные владения для конфискации собственности для этих проектов. Почему нужно конфисковать именно земли граждан? В большинстве стран есть множество свободных участков, уже находящихся в собственности правительств. Кажется, что в словах гендиректора JP Morgan прослеживается повестка ВЭФ «У вас ничего не будет, и вы будете счастливы». За сколько поляки продали Киев? Польская сторона, нуждавшаяся в деньгах и военной поддержке против турок и татар, а также не видевшая возможности отобрать Киев силой, согласилась обсуждать сумму, за которую она была готова официально отказаться от него. Стороны начали долгие переговоры о цене, которую Москва заплатит Варшаве по братской дружбе и любви. Именно так дипломаты в 1686 году официально сформулировали назначение платежа. Торг за Киев шел несколько месяцев. Переговоры привели к окончательной сумме, за которую Киев был официально признан российским – 146 тысяч рублей. Это было примерно 10% годового бюджета России. Положение о покупке Киева было включено в Вечный мир 1686 года. Почему запрещают бесплатное электричество? Современные люди очень зависимы от электричества, несмотря на его стоимость и негативное влияние его выработки на окружающую среду. А что, если бы электроэнергия была доступна всем, и ее выработка стала бы гораздо проще? Швейцарской деревеньке Линден повезло гораздо больше, чем большинству людей. Электроэнергия для них доступнее и выработка проще. Уже более 40 лет они живут за счет генератора, созданного Паулем Бауманом. Он состоит из дисков, которые вращаются, используя силы электростатического взаимодействия. Новаторское устройство не обрело широкой популярности на радость компаниям, добывающим электроэнергию консервативными методами. Видимо, пока ресурсы планеты не истощатся, о подобных изобретениях мы будем узнавать только случайно и с большим опозданием. Симпсоны предсказали возрождение СССР. С предсказанием возрождения СССР мировая общественность познакомилась в марте 1998 года, когда вышла серия «Симпсонов» под названием «Симпсон на флоте». Гомер, поступив на службу в ВМС США, оказывается на борту американской подводной лодки, которую ошибочно приводит в воды России. В ООН представитель России заявляет: «Советский Союз отпустит ваше судно». «Советский Союз? Я думал, что вы развалились», – удивленно отвечает американский дипломат. «Мы пошутили», – восклицает представитель России. После чего табличка «Россия» проворачивается вокруг своей оси и уже гласит «Soviet Union» – Советский Союз. Экспедиция Миддлтона попала в запретные земли. По официальной версии, Альфред Исаак Миддлтон в конце 19 века намеревался совершить большую экспедицию в джунгли Суматры, где, по его версии, находился затерянный город. Но совсем недавно появилась информация со ссылкой на найденные дневники британского исследователя, что Альфред Исаак Миддлтон на самом деле использовал Суматру как прикрытие, а в реальности он отправился в путешествие через всю Австралию. Согласно его дневникам, он пересек загадочную стену Австралии, однако оттуда он уже не вернулся, но тем не менее часть тех, кто выжил в его экспедиции, смогли доставить обратно в наш мир уникальные снимки. Учитывая тот факт, что Австралия является частью Антарктиды, можно сложить 2 плюс 2 и понять, что ему удалось выбраться за пределы нашего парка и запечатлеть затерянные земли с другой ее стороны.
Отсутствие спален в средневековье. В большинстве замков того времени не было спален совсем. Нет, конечно, особо благородным господам полагалась все-таки личная комната, но и там уединения было не дождаться. Рядом постоянно находились жена, дети, слуги, челядь и вообще толпа народу. Представьте ситуацию, вы, лорд, решили со своей леди обеспечить себя наследником. А под кроватью громко храпит ваш лакей, постельничий. Всякие мелкие рыцари и прочие незначительные вассалы же могли и вовсе спать в зале перед камином, на соломенных циновках. В средневековье отсутствовало выделенное пространство для сна. Люди ели, спали, играли, работали и отдыхали преимущественно в одном помещении. Отдельные спальни всем жителям замка строить никому и в голову не приходило. И именно поэтому были так распространены балдахины, чтобы хоть как-то организовать личное пространство. Еще один способ решить проблему – устроиться в вот такой кровати-коробке, которая была особенно популярна во Франции. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.